Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Стрелец. И расклад мы делаем на неделю с 16 по 22 марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут в нашем недельном таро-разборе. Я напомню, что расклад у нас по дням недели. То есть на каждый день недели я буду доставать по одной карте. И сначала это будет основная колода, а затем это будет колода дополнительная. Мы посмотрим, какие карты и в каких сочетаниях у вас, соответственно, выпадут. И из этого будем делать выводы, какие, соответственно, события у вас будут происходить. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео. Если вашей душе будет угодно, можете написать, насколько вам это видео понравилось, подписаться. Тоже буду очень и очень рада. Итак, давайте посмотрим. Я пока что завершаю перетасовывать вторую колоду дополнительную. И мы приступим. Итак, Стрелец, неделя с 16 по 22 марта. Что ожидает стрельцов? Что ожидает стрельцов? Итак. Ой, простите. Так. Перевернула колоду случайно. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, смотрим, что у нас есть. У нас есть рыцарь кубков, первая карта, которая у вас здесь выпадает. Водная стихия, да, может быть общение с водным знаком. Раки, рыбы, скорпионы. Но мы говорим у вас, да, мы говорим в первую очередь о том, как вы можете себя здесь проявлять. И по рыцарю кубков здесь такой оптимизм, позитив, такой позитивный взгляд на вещи. Может быть, какое-то даже приукрашение реальности. Желание видеть все в очень таких позитивных красках, радужных. Возможно, вы здесь даже, кто-то влюблен, кто-то ходит на свидание, да, у кого-то, может быть, здесь такой период романтических отношений по рыцарю кубков. У кого-то здесь, может быть, ситуация, где вы не владеете всей информацией в каких-то вопросах, но при этом позитивно очень настроены, да, и не боитесь каких-то непредвиденных ситуаций. То есть старайтесь думать очень-очень позитивно. А вот он, рыцарь кубков, соответственно. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас может быть. Карта королева жезлов, то есть опять огненная стихия. Лев, овен, стрелец, возможно, общение с таким знаком для вас. Ну и в целом вы-то тоже такой знак, да. То есть здесь по королеве жезлов в целом, опять-таки позитивный настрой на успех в работе. Может быть, вы здесь по этой карте с королевой жезлов есть какое-то воодушевление, вдохновление и окрыленность касаемо работы, что у меня получится, я смогу, я сделаю, я добьюсь, да, каких-то важных результатов в плане вашей работы. Хорошая карта. Дальше карта колесница, карта знака рак. Может быть общение с человеком знака рака, может быть вопросы, касающиеся поездок, транспорта каких-то, да, может быть автомобиля, может быть по колеснице каких-то, не знаю, билетов, которые вы куда-то покупаете, чтобы поехать, да, куда-то. Карта колесница может говорить о том, что к вам кто-то приезжает, тоже колесница. И в целом она про прорыв и рывок вперед как таковой в делах, в работе, в отношениях, в чем угодно. Колесница — это движение вперед, движение к цели, движение к победе и к успеху, который для вас важен. Важный такой вот шаг вперед, который вы делаете по колеснице. Карта хорошая на вторник. Тут же с ней выпадает карта рыцаря дисков. И вот она как-то замедляет эту ситуацию, она выпадает у вас в тень и показывает по рыцарю дисков, что, возможно, вы здесь планируете какую-то поездку. Может быть, здесь как будто бы готовитесь к этому, потому что рыцарь дисков, он медленный, неспешный. Он показывает, что вы верите в удачу того, что вы делаете, верите, что куда вы едете, да, или что вы там настроены делать здесь, что там вас ждет успех. Может быть, вы терпеливо ожидаете какого-то перемещения, какой-то поездки или того, что кто-то к вам должен приехать. Может быть, это ожидаемая встреча, ожидаемый визит, то есть кто-то, кого вы ждете, соответственно. Поэтому рыцарь дисков. Может быть, это земной знак зодиака, то есть Девы, Тельцы или Козероги.
Дальше у вас идет Верховная Жрица, это тайные, секреты, это какие-то дела, что вы делаете в тайне от другого человека, может быть, или что-то узнаете тайное, что-то, что вы не знали, какую-то информацию для вас. Ну и в целом вы здесь стараетесь быть очень благоразумными, очень мудрыми, очень спокойными, очень размеренными в том, что вы делаете. Это карта гармонии. Карта гармонии, карта желания здесь руководствоваться, собственно, своими знаниями. И ваша сила здесь в ваших знаниях, ну и вашей интуиции тоже в частности. Итак, давайте посмотрим на Верховную Жрицу, почему она выпала у Стрельцов на среду. Здесь же десятка мечей, которая у вас уже тоже здесь есть в этом раскладе, но на воскресенье. Возможно, здесь какая-то информация заставит вас почувствовать определенный стресс. Или вы здесь будете переживать из-за того, что что-то в тайне делаете, или держите что-то в секрете, или, может быть, чувство отчаяния есть от того, что вот как будто бы по Верховной Жрице опять-таки узнаете что-то, что, возможно, было от вас скрыто, или вы что-то не знали, и к вам эта информация здесь приходит, соответственно, но у вас почему-то здесь ощущение переживаний больше из-за этого. Карта сила. Карта льва, может быть, общение с человеком знака лев, но и также это желание ваше здесь проявить свою силу и показать здесь свою возможность решать ситуации какие-то проблемные или какие-то вопросы, которые здесь не так легко решить было по карте сила. То есть вы стараетесь здесь договориться с кем-то, вы стараетесь по принцессе кубков использовать какие-то хорошие возможности, которые вам даются, или здесь хорошие новости дают вам ощущение все-таки силы, ощущение надежды на лучшее. Возможно, здесь какой-то шанс появляется, который дает вам силы, дает вам возможность эмоциональный подъем определенный почувствовать. Карта может говорить также про какие-то важные вопросы водного знака, касающиеся, то есть раки, рыбы, скорпионы. И дальше шестерка жезлов, карта победы на пятницу, ощущение радости, что вы добиваетесь успеха в каких-то вопросах, вот в чем-то вас замечают, в чем-то вас выделяют из толпы, может быть, хвалят за какие-то ваши достижения, что вы что-то достигли такое, что не смогли другие сделать. И в целом вы здесь проявляете себя лидером таким. По этой карте вы можете здесь и куда-то приходить в компанию, где на вас обращают внимание, где к вам прислушиваются, где вас хотят видеть и слышать. Соответственно, может быть, где-то, где вас ждут. То есть карта хорошая, карта победителя такого. Давайте посмотрим на пятницу для стрельцов, почему выпала эта карта. Карта шута. Тоже карта шута — это карта открытости успеху. Да? Это карта, показывающая, что вы успешно что-то завершили, и вы здесь, очень легки, может быть, вы здесь легки на подъем, чтобы куда-то поехать, с кем-то встретиться. Опять по карте победа, то есть быть в центре внимания. Вы здесь очень открыты перед толпой, перед близкими, да, готовы им рассказывать о своих мыслях, чувствах, планах каких-то, и вас слушают, скорее всего. Вы здесь не боитесь какой-то неопределенности, то есть вы готовы здесь по этой карте добиваться успеха в каких-то новых начинаниях. Вот что-то у вас как новый период начинается, и вы считаете, что он будет успешным, вы входите в этот новый период. И по карте шестерка жезлов, соответственно, да, может быть, даже для кого-то как собеседование с началом новой работы, то есть на вас обращают внимание, вам готовы эту возможность предоставить. Карта королева мечей, воздушная стихия, да, может быть общение с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи, но здесь же пятерка кубков, какие-то переживания и волнения, которые здесь могут быть связаны из-за этой персоны. Кстати, пятерка кубков также еще и какие-то неприятности, может быть, неприятный разговор или какие-то проблемы в семье, которые возникают из-за неприятного разговора по королеве мечей, из-за какого-то сарказма или такого жесткого какого-то отношения или высказывания, которое здесь может быть. То есть нужно быть осторожнее, постараться быть мягче к близким, мягче к тем людям, с которыми вы общаетесь в субботу. Воскресенье, карта десятка мечей, ощущение краха, усталости, стресса и отчаяния от того, что, собственно, здесь вы проживаете по этой десятке мечей, как будто как бедствие, да, вы от чего-то устали, некомфортная для вас ситуация, вам хочется эту некомфортную ситуацию завершить, и по десятке мечей действительно здесь что-то такое происходит вместе с десяткой жезлов, ощущение давления, ощущение, что вас кто-то не понимает или кто-то с вами не согласен здесь, возможно, вы чувствуете, что
кто-то здесь загружает вас ненужными делами, или вы чувствуете усталость от того, что вы просто вот устали от тех вопросов, которые нужно решать, каких-то задач, которые перед вами возникают, да, чувство давления или усталости, желание уйти в отпуск в конце концов, потому что, может быть, вы просто устали здесь. Каждая десятка жезлов. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.